сентябре 1969 года в тихом и живописном селе Ржавчик, расположенном на живописных просторах Тисульского района Кемеровской области, начались активные работы по разработке каменноугольного пласта. Этот регион с его густыми лесами и рыбными реками уже давно известен своей угольной промышленностью. Однако в этот обычный день, среди обычных рабочих, судьба готовила нечто необычное, потрясающее и загадочное. В одном из карьеров на глубине 70 метров среди черного угля и скалистых стен было сделано удивительное открытие – 2-метровый саркофаг, выполненный из чистого мрамора, который стал настоящей загадкой для всех. И именно подрывник Иван Карнаухов стал первым свидетелем этого ошеломляющего открытия. Работая за пультом взрывного устройства, он вдруг заметил, что под землей скрыто нечто большее, чем просто уголь. Каждый шаг, который ему приходилось делать в темноте шахты, приносил ему новые ощущения. Блеск мрамора, появившийся на свету, излучал холодный свет, который сверкал, как будто в нем заключен драгоценный камень. Он выбрался на поверхность, обессиленный, но полон волнения и возбуждения, и немедленно сообщил руководству о странной находке. На следующий день, когда саркофаг был поднят на поверхность, вокруг него собралось множество людей, местных жителей, рабочих и ученых, стремившихся заглянуть в этот мистический объект. Кто-то шептал о древней тайне, другие смеялись, а некоторые просто восхищались его величием. Когда крышку саркофага сдвинули, в воздухе повисло напряжение и ожидание. В тусклом свете шахты всем стало очевидно, что внутри находилось тело женщины, чье величие не могло оставить равнодушным никого. На вид ей было около 30 лет. Она сияла красотой, словно ее тело принадлежало не этому миру. Она была одета в великолепное платье, выполненное из ткани, какой никто в деревне никогда не видел, а ее длинные волосы были аккуратно заплетены в косу. Но больше всего людей поразили ее глаза, насыщенного голубого цвета, которые казались полными загадок, словно хранили в себе всю историю человечества. Рядом с ее головой лежала небольшая черная коробка, вызывавшая массив вопросов о ее назначении и содержимом. Однако самым удивительным было то, что тело находилось не просто в саркофаге. Оно было погружено в какую-то загадочную прозрачную розовую жидкость. Этот аспект находки породил множество слухов и спекуляций. Что это за жидкость? Какова ее природа? И как она могла сохранить тело столь великолепным и неповрежденным на протяжении веков или даже миллионов лет? Сложившаяся ситуация привлекла внимание высокопоставленных лиц. Вскоре после находки на место происшествия прибыли военные с намерением забрать саркофаг для дальнейшего изучения. Они хотели погрузить его в большой вертолет. Однако удивлению всех оказалось недостаточно просто. Саркофаг оказался невероятно тяжелым, и эвакуация стала проблематичной. Из-за этого военные предложили слить загадочную жидкость, чтобы уменьшить вес саркофага. Однако прежде чем кто-либо смог что-либо сделать, произошло нечто удивительное. Как только раствор начал вытекать, тело женщины начало чернеть и сморщиваться, словно сжимаясь от воздействия воздуха и света. Этот шокирующий момент заставил всех на месте замереть. Словно сама природа протестовала против вмешательства, и сейчас все ждали, какой поворот событий произойдет дальше. В ту же секунду было принято важное решение. Жидкость мгновенно вернули в саркофаг, и как магия, тело девушки вновь обрело прежний облик и цвет. Все наблюдали, затаив дыхание, как плескались волны загадочной жидкости, и с каждым мгновением напоминали о величии и тайне. Позже,
Когда саркофаг удалось успешно погрузить в вертолет и отправить прочь из деревни, подобно мифическому созданию, о нем потерялась всякая весточка. Очевидцы свершившегося события были подвергнуты тщательной проверке. Сотрудники КГБ, переписавшие их имена и фамилии, потребовали от них молчания. Дело о тисульской красавице было немедленно спрятано под грифом «секретно», и ни одна душа не могла раскрыть общественности его истинное значение. Однако в местном доме культуры вскоре выступал таинственный ученый, имя которого осталось забытым. Подобно пророку, он изрек нечто, что ошеломило своих слушателей. Якобы платье красоты было сшито из неизвестного материала, аналогов которому еще не существовало в природе. Этот факт озадачил местных жителей и поставил под сомнение все, что они знали о текстильной промышленности. Но самого поразительного никто не ожидал. Согласно данным, предоставленным этим ученым, возраст найденной мумии составлял целых 800 миллионов лет. Это открытие шокировало всех. Получалось, что тисульская принцесса была на сотни миллионов лет старше динозавров, на что местная публика ответила округлением глаз и неровным дыханием. Одним из основных вопросов стало: как же мать природы могла сохранить столь выдающийся артефакт в условиях, где гниение и разрушение каждые сотни лет? Возвращаясь к разуму, местные ученые и историки обратили внимание на другую важную деталь. Как мог саркофаг, скрывающий женщину, оказаться среди слоев угля, образованных лишь спустя сотни миллионов лет после его захоронения? Эти вопросы всколыхнули научное сообщество и заставили людей по всей стране задуматься о сущности времени и о том, что на самом деле расположено в глубинах Земли. И вот, в долгожданный 2019 год, когда истекли 50 лет секретности, загадка вновь стала актуальна. В эфире у Андрея Малахова состоялся особый выпуск, посвященный этому таинственному событию, где собрали вещи и свидетельства местных жителей, историков и экспертов, пытающихся разгадать реальность находки. Специальный историк Валерий Маливанный, работавший с архивами спецслужб, уверял, что ему довелось увидеть секретные документы о тисульской принцессе, когда он детей был старшим архивариусом. Он утверждал, что в 1972 году Юрий Андропов, тогдашний глава КГБ, отдал приказ остановить все шахтерские работы в этом районе, настоятельно призывая бережно отнестись к уникальной находке, возникшей из глубин времени. В 1973 году связь с ближайшими военными объектами была установлена, но уже никто не мог с уверенностью сказать, что произошло дальше. Словно тень, известна знаменитая фраза «тайна, окутанная мраком», которая описывает положение дел тогда. По воспоминаниям очевидцев, раскопки проводили военные археологи, которые под руководством высшего командования пытались узнать больше о находке, собирая свидетелей и выступая перед людьми. По словам Маливанного, тогда были обнаружены еще 2 гробницы, в которых, возможно, находились другие тела, и собранные данные снова оказались под грифом «секретно». Среди участников шоу присутствовали и сами жители деревни Ржавчик, некоторые из которых были детьми в тот день, когда все это произошло. Их воспоминания были окрашены давними банками. Им рассказывают о находке их родители, и на протяжении многих лет передавали тайну из поколения в поколение. В деревне была установлена памятная табличка в честь этого удивительного события, на которой было написано «Место рождения легенды». Это простое, но трогательное обозначение стало символом того, как история может жить в сердцах людей, оставаясь в веках. А сама легенда, она продолжает звучать красиво и захватывающе,
наполняя сердца слушателей восторгом и трепетом. Куда же ушла мумия тисульской красавицы? Что с ней стало? Где она сейчас, если, конечно, она существовала на самом деле? Поразительное то, что ни одном доказательство, ни один артефакт не смогли бы указать на реальность этой находки. Но, возможно, это и есть сама суть. Действительно ли реальность важнее легенды? Или же сама легенда может стать реальностью в жизни тех, кто желает верить в чудеса? Каждая история оставляет след, и загадка тисульской принцессы продолжает жить, находя отражение в народной памяти и пробуждая интерес у будущих поколений. Дорогие друзья, если вам понравилось наше видео, просим вас поставить лайк и подписаться на наш канал, где вы найдете еще много интересного, увлекательного и, возможно, даже мистического.